Всем привет, друзья! Вы на моем канале Никита Покрышкина о кето-бодибилдинге. Сегодня у нас кулинарная рубрика, а значит в гостях моя жена Кристина Покрышкина. Всем привет! Так, что же сегодня мы будем готовить? Сегодня мы будем готовить кето-кашу. Нахрена? Мало кто знает, но Кристина обучалась делать кето-десерты на заказ. И очень долгое время у нее была своя страница, где она создавала разные кето-десерты и продавала их. Ко мне обращались люди с непереносимостью сахара, лактозы, глютена и просили сделать им торты на специальные мероприятия, торты, десерты. После чего ее и затянула нутрициология. И сейчас я работаю на крупнейших проектах по нутрициологии, как в России, так и за рубежом. Многие наши друзья, подписчики и клиенты спрашивают о том, чем же заменить на завтрак яйца. Вообще яйца это универсальный продукт. Это тот белок, который усваивается организмом чуть ли не лучше всего. И он содержит очень много аминокислот и витаминов. Кроме того, яйца содержат полезные жиры и целый комплекс витаминов и минералов. Вообще яйца это идеальный завтрак, который отлично насыщает и дает вам энергию на день и дает стабильный уровень глюкозы в крови в течение дня. Но многие люди мучаются с тем, что не могут есть постоянно одну яичницу на завтрак. Да, есть стандартная глазунья, омлет и вареные яйца. Но по итогу это все тот же вид яичницы, который очень скоро надоедает. Но сегодня Кристина поделится одним очень крутым рецептом, как с помощью яиц приготовить очень вкусный и необычный завтрак. На самом деле рецептов намного больше, но мы с вами поделимся универсальным, который подойдет абсолютно всем, даже тем, кому по утрам не хватает времени на приготовление завтрака. Итак, это будет кето-каша. На вкус, да и по структуре это что-то вроде манной каши, но она совершенно не содержит углеводов, и в ее составе есть только белки и жиры. И много витаминов и минералов. Понятно. Итак, все, что нам понадобится, сейчас вы можете увидеть на этом столе. Это сливки, мы используем 20%, сахарозаменитель, нам нравится вот такой Prebios Sweet, яйца, весы и вот такой погружной блендер, ну и, собственно, сотейник. Что за слово сотейник? Потому что это сотейник. Это просто... Кастрюля, это не кастрюля. Это кастрюля. Всю жизнь это была просто кастрюля. Напишите в комментариях, что это, сотейник или кастрюля. Итак, приступим. Для начала добавим кусочек сливочного масла в сотейник, для того, чтобы наша каша не пригорела. И если вы еще не видели, то у меня в инстаграме есть пост и рилс о том, на каком масле нужно жарить. Спойлер, на топленом или сливочном. Итак, разбиваем яйца. Сколько яиц надо в эту кашу? Это зависит от того, сколько человек будет есть эту кашу и от размера порции. Но я обычно делаю 4 яйца. Ну, то есть, если, например, я ем 5 яиц на завтрак, то я делаю из 5 яиц. Если мне хватает 2, я вешу 50 килограммов, то мне, в общем-то, хватит 2 яйца. Да, все верно. Сегодня у нас с вами 5 яиц. 5 яиц – это мой стандартный прием пищи. Кстати, у меня на канале есть ролик по поводу самого правильного кето-завтрака. Собака чуть все съемки не прекратила вообще. Поэтому можете перейти, ссылочка будет где-то здесь, по-моему, вот тут, и посмотреть ролик о кето-завтраке. What the fuck is this? Дальше есть два варианта. Мы можем либо подождать, пока яйца нагреются, немного свернутся, либо сразу добавить сливки. Это не принципиально. Так как по утрам я обычно тороплюсь, то я все делаю на скорую руку и на глаз. Но для вас я скажу, что примерно сливок мы добавляем около, где-то 100 грамм. На килограмм веса? Нет, на 5 яиц. Может быть 50. 50-100 грамм. Короче, сливок льем на глаз, не жалеем, это все-таки кето-диета. И дальше по-хорошему мы должны это перемешать и стоять все время и держать яйца на медленном огне и помешивать, для того, чтобы они не свернулись и плавно размешались. Но, так как мы готовим с вами быстрый завтрак и делаем все быстро, максимально удобно, то я сразу включу погружной блендер и начну пробивать яйца со сливками уже сейчас. И начинаем пюрировать наши яйца. Что делать? Пюрировать, блендерить. И что это, пока готовишь, надо постоянно стоять и хреначить блендером? Нет, на самом деле это очень быстрый процесс, просто кажется на видео, что это очень долго. На самом деле мы ставим на максимальную температуру,
конфорку. И как только яйца закипают, мы немножко уменьшаем температуру и взбиваем буквально пару минут. Сейчас я добавлю сахарозаменитель, и очень скоро наша каша будет готова. Вы можете добавлять сахарозаменитель по вкусу, но моя устоявшаяся норма это примерно таких вот 4-5 маленьких ложечек. И снова перемешиваем. Конечно же, в идеале лучше стоять и помешивать кашу все время. Но, опять-таки, так как мы собираемся утром, торопимся, вы можете отходить, оставлять кашу на долгое время на небольшой температуре и постепенно, по мере того, как яйца сгущаются, пробивать их погружным блендером. Еще более быстрый вариант – это просто оставить кашу до тех пор, пока она не свернется вместе с яйцами, и уже в конце пробить ее до кашеобразного состояния. Офигеть, мне кажется, я первый раз реально увидел, как делается эта каша, потому что все время только ел ее. И это действительно настолько просто, что мне кажется, я в ближайшее время буду сам ее делать каждое утро. Вы можете посмотреть и увидеть такие комочки. Это значит, что яйца уже начинают сворачиваться. И самое время финально их пробить, и каша будет готова. Я уже выключила конфорку. И просто теперь пробиваю кашу. Если по итогу вы увидите, что каша получилась очень густой, и вы бы хотели более кремообразную консистенцию, то можно добавить немного сливок и еще раз пробить ее блендером, что мы сейчас и сделаем. Ну вот потому что я сейчас вижу, это прям целая жировая бомба. Неправда, там еще яйца, это белок. И жировая бомба. И жиры. Вот такой простой и очень вкусный рецепт нашей кето-каши. Надеемся, вы попробуете и вам тоже понравится. Блин, можно просто есть на завтрак, обед и на ужин. Надо еще с ягодками вместе мешать, там клубничку, черничку. Голубика сейчас сезон. Да, что-то такое кисленькое, чтобы сладость оттеняла. Мне вообще будет супер. О, ничего, пока я пошел. Приятного аппетита. Да. И как всегда, всем йоу, чуваки, и до скорого. Насколько это стрёмно или нет. Всем привет, друзья! Вы на моем канале Никита Покрышкина о кето-бодибилдинге и бодибилдинге. И сегодня у нас в гостях кто? Кто ты? Сегодня у нас в гостях моя жена. Она не у нас в гостях, она дома.